В Новосибирском аэропорту Толмачева развернулась настоящая детективная история. Представьте, двое мигрантов, работавших на Золотом прииске в Иркутской области, решают сыграть в большой куш. Они похищают часть драгоценного металла и, едва закончив вахту, устремляются в Новосибирск. План был прост – сесть на самолет и навсегда исчезнуть из России вместе с добычей. Но вот незадача. Транспортные полицейские не дремлют. При досмотре чемоданов что-то их насторожило. Видать, опытный взгляд заметил, что ручка багажа была подозрительно массивной, а в кофейной банке внутри чемодана было что-то явно потяжелее растворимого кофе. И вот сотрудники решили проверить свои догадки и обнаружили спрятанное золото и серебро. 2 килограмма драгоценного металла – это примерно 4,5 фунта, а стоимость улова – более 16 миллионов рублей или порядка 175 тысяч долларов. Впечатляющая сумма, за которую можно купить шикарный дом или несколько люксовых автомобилей. Но теперь единственное жилье, которое светит преступникам – камеры следственного изолятора. Полицейские уже возбудили уголовное дело, а задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Их план провалился, но этот случай лишь один из многих. Не так давно в том же Толмачево мужчина пытался вывести из России 32 тысячи долларов наличными. Попытка провалилась, и теперь его кошельку грозит серьезный удар. Штраф до 10-кратной суммы контрабандного товара. Вот эта поездочка получилась. Кажется, аэропорт Толмачево становится настоящей ловушкой для контрабандистов. Возможно, кто-то еще прямо сейчас пытается провернуть нечто подобное. Будем надеяться, что транспортная полиция на страже. Ну а мы идем дальше. Москва, аэропорт Шереметьево. Здесь, среди тысяч чемоданов, один отличался весьма специфическим грузом. Внутри находился живой пернатый хищник, стоимость которого на черном рынке достигает 50 тысяч долларов. Это кречет, редчайший сокол, который в России находится под угрозой исчезновения. И этот конкретный экземпляр уже почти улетел за границу. Но, к счастью для сокола, в последний момент спецслужбы разрушили планы контрабандистов. Задержание произошло молниеносно. Один из преступников, еще мгновение назад уверенно раздававший взятки, внезапно осознал, что шутки закончились. За дело принялась ФСБ. Было задержано несколько человек. Среди них грузчики, которые незаметно подсовывали чемоданы с нелегальным товаром в контейнеры. Схема хитрая. Багаж отправлялся рейсом, но пассажира с билетом не существовало. Так багаж и улетал в другую точку света, где его забирали получатели. Однако в этот раз все пошло не по плану. Пограничники приказали экипажу самолета, вылетавшего в Ереван, остановить движение. Пока пилоты ждали дальнейших распоряжений, багажный отсек открыли, и там, среди чемоданов, нашли клетку. Внутри нее великолепный сокол, чьи родные места находятся где-то на Чукотке или Камчатке, в 7000 миль отсюда. Но как такая птица вообще могла стать объектом контрабанды? Дело в том, что на Ближнем Востоке, куда и отправлялся рейс, охота с соколами – признак роскоши, доступный только богатейшим людям. А кречеты особенно ценные. Помощники, ведь они не просто быстры, а молниеносны. Эта птица способна развивать скорость более 180 миль в час. После неудавшейся попытки контрабанды этой редчайшей птице предстоит пройти карантин и восстановление. Если ветеринарный контроль не выявит проблем, ее вернут в дикую природу. А вот тем, кто пытался ее украсть, предстоит другой маршрут, прямиком за решетку. Контрабандистам грозит до 7 лет лишения свободы. Китай, город Шэньчжэнь. Обычный день на таможне в районе Футянь. Но внезапно внимание сотрудников привлекает один пассажир. Мужчина, мягко говоря, идет необычно. Спина прямая, колени не сгибаются, движения стесненные. Будто бы это не человек, а робот. Естественно, опытные таможенники сразу понимают, что здесь что-то нечисто. Обычный досмотр багажа ничего не дает, никаких запрещенных предметов. Но когда пассажир прошел через рамку металлоискателя, заработал тревожный сигнал. Пожалуй, этот металлоискатель еще никогда не был настолько прав. Гражданина попросили снять верхнюю одежду, и тут раскрывается настоящее чудо инженерной мысли. В китайской трактовке, конечно же, перед таможенниками предстал человек, буквально обмотанный смартфонами. 94 айфона — это почти 20 фунтов электроники. Каждый из них был приклеен изолентой к телу, образуя нечто вроде бронежилета. Пакеты с телефонами плотно облегали грудь, спину, ноги и даже руки. Неудивительно, что походка молодого человека была очень нелепой. Как такая идея вообще могла прийти в голову? Дело в том, что контрабанда гаджетов в Китае – бизнес, который процветает, несмотря на доступность официальных моделей. На черном рынке ворованные смартфоны идут на расхват, а перепродажа может принести огромную прибыль. Этот iPhone Man явно рассчитывал сорвать куш, но, увы, его подвела собственная непредусмотрительность. Иронично, что современный смартфон весит не более 7 унций, но если примотать к себе 94 штуки, скрыть их невозможно. Китайские власти до сих пор борются с такой контрабандой. Но на каждое противодействие властей находится новое изобретение контрабандистов, и круг замыкается. Интересно, придумает ли кто-нибудь что-то еще более безумное?
Аэропорт Шереметьево. Обычный день, сотни пассажиров, тысячи чемоданов. И один человек, который решил, что лучший способ попасть на рейс – это проехать в качестве багажа. Молодой человек явно под градусом подходит к багажному транспортеру. Вместо того, чтобы идти к стойке регистрации, он просто запрыгивает на движущуюся ленту и отправляется в путешествие. Сначала он пытается бежать по транспортеру, но гравитация и алкоголь – вещи несовместимые. Его заносит, он теряет равновесие, ботинки слетают с ног, и в итоге он сдается. Но самое интересное было впереди и, к сожалению, не попало на камеру. Лента везет мужчину в зону сортировки багажа, где чемоданы сканируются перед загрузкой в самолеты. И тут выясняется, что наш багаж не соответствует стандартным размерам. Мужчина застревает в рентген-сканере, словно чрезмерно габаритная посылка. Самостоятельно выбраться он уже не может. На помощь пришла служба безопасности. Вскоре на место прибыли и другие сотрудники аэропорта. Пьяный путешественник, вероятно, рассчитывал на билет в бизнес-класс, но вместо этого получил прямой и бесповоротный билет в отделение полиции. Китайские таможенники за свою карьеру видели многое, но мужчина, который попытался провести в страну более 100 змей в собственных брюках, это уже за гранью добра и зла. 10 июля 2024 года. Уже знакомый нам пункт пропуска Футянь, расположенный на границе между Гонконгом и материковым Китаем. Вполне себе обычный пассажир идет по зеленому коридору. Он уверен, что никто не задаст ему лишних вопросов. Но таможенники замечают, мужчина ведет себя странно. Он нервничает, а его походка настолько осторожна, будто бы он выполняет смертельно опасный трюк. Подозрения крепнут, и мужчину отправляют на досмотр. И вот тут начинается самое интересное. В карманах брюк досматриваемого находят 6 небольших пакетов, обмотанных скотчем. Сотрудники вскрывают их и крайне удивляются. Внутри пакетов извиваются змеи. Зрелище не из приятных, если честно. Целых 104 живых рептилий самых разных цветов и размеров. Красные, розовые, белые. Некоторые из змей относятся к редким видам, которых в Китае никогда не встречали в дикой природе. Куда мужчина их вез? Вероятно, на черный рынок. Китай – один из крупнейших в мире центров торговли экзотическими животными. Редкие змеи могут стоить здесь $1000, поэтому десятки, а может быть и сотни китайских граждан занимаются таким нечистым делом, как контрабанда. Но у нашего случая один итог. Весь живой груз изъят, контрабандист задержан, и теперь ему придется ответить перед законом. Аэропорт Краснодара. Обычный день, обычные пассажиры и один очень необычный багаж. Гражданин Узбекистана проходит по зеленому коридору с пластиковыми контейнерами. С виду ничего подозрительного, но когда таможенники заглядывают внутрь, их глаза сильно расширяются, потому что в контейнерах 2 леопарда и белый бенгальский тигр. Эти малыши совсем не плюшевые игрушки, а живые хищники, которым всего от 1,5 до 2,5 месяцев. Их только недавно отлучили от матери, и они были слишком слабы, чтобы даже самостоятельно пить молоко. Но самое страшное, в их лапах обнаружили катетеры. Видимо, контрабандист ввел им успокоительное, чтобы котята не шумели во время полета. Преступник планировал вывести их из России без каких-либо документов. Он явно надеялся, что милые котята не привлекут внимания. Но, к счастью, попытка провалилась, и теперь горе-контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей. А что же зверята? Их отправили в Краснодарский зоопарк, где специалисты обязательно восстановят их силы. Аэропорт. Внуково. Поток пассажиров, чемоданы, дежурные вопросы таможенников. Двое мужчин проходят по зеленому коридору, заявляя, что везут исключительно личные вещи. Но их сумки выглядят слишком уж набитыми. Инспекторы решают проверить багаж. Открывают одну сумку – сигареты. Открывают вторую – снова сигареты. Третья? Угадайте. В итоге таможенники насчитали более 2500 пачек. Настоящий мобильный табачный склад. Эти сигареты произведены в Армении, но на них нет российских акцизных марок. А значит, перед нами контрабанда. И, как выяснилось по ходу дела, партия оценивается более чем в 1,5 миллиона рублей. Теперь этим предпринимателям грозит до 10 лет тюрьмы. Ведь, согласно российским законам, нелегальный ввоз табачных изделий – это серьезное преступление. Вот так неудачная поездка в Москву может обернуться для них долгим путешествием в места не столь отдаленные. Представьте себе, обычный день в аэропорту, пассажиры проходят контроль, а чемоданы через рентгеновский аппарат. Вроде бы ничего необычного, но тут на экране появляется изображение, которое повергло сотрудников в шок. Внутри одной из сумок маленький ребенок. Эта история произошла в Объединенных Арабских Эмиратах в 2012 году. Египетская пара решила, что лучший способ провести своего 5-месячного малыша – это просто спрятать его в багаж. Причина? У ребенка не было визы, и родители не захотели ждать ее оформления. Они решили, что можно просто обойти систему. Буквально. Но вот в чем проблема. Сканеры в аэропортах – это не игрушка. Они используют рентгеновские лучи, и подвергать им младенца, мягко говоря, очень плохая
плохая идея. Когда сотрудники аэропорта достали малыша из сумки, он, к счастью, был в порядке. А вот его родители уже нет. Их задержали и предъявили обвинения в контрабанде и создании угрозы жизни ребенка. Так что если вам вдруг покажется, что бюрократия это долго и утомительно, просто помните, лучше потратить 2 дня на ожидание визы, чем 2 года на судебные разбирательства. Примечательно, что подобный случай транспортировки детей не единственный. В ноябре 2018 года в Дубае была обнаружена сумка, внутри которой располагался еще один живой младенец. Вместе с ребенком в багаже были вещи, необходимые для полета в самолете. Родителей ребенка не получилось установить. Более того, есть версия, что младенца оставили в аэропорту совершенно сторонние люди. По неофициальным данным, сумку с ребенком пытались перевести за границу преступники, похитившие его в Пакистане. Благодаря бдительности сотрудников службы безопасности преступление удалось предотвратить, а ребенка спасти. Малыш был извлечен из сумки вместе с прочими вещами, которые там находились. После этого ребенка осмотрели. Тот оказался полностью здоровым, в настоящее время он находится в безопасности и его жизни ничего не угрожает. Ребенку было на вид около 5 месяцев. При этом не уточняется, когда конкретно нашли ребенка. Будем верить, что с найденными детьми все хорошо. Двигаемся дальше. Сегодня я рассказал о разных грузах в багаже. Какие-то случаи казались смешными, какие-то жуткими. Но то, что произошло в Ливерпуле, точно заслуживает стать основой для сюжета черной комедии. Представьте, у стойки регистрации стоит женщина, рядом ее пожилой супруг в инвалидном кресле, в темных очках. Спокойная семейная поездка? Не совсем. Сотрудников аэропорта насторожило то, что мужчина не шевелился. И, как оказалось, не просто так. Он был мертв. По меньшей мере, смерть наступила 12 часов назад. Женщина и ее дочь утверждали, что он был жив, когда они ехали в аэропорт. Ну да, он выглядел бледным, но это не значит, что он был мертв, возмущенно заявила дочь. Тем не менее, врачи подтвердили, что мужчина скончался задолго до их прибытия. Полиция задержала родственниц за попытку провести умершего человека без уведомления властей. Их позже выпустили под залог. Но вопрос остался, это была отчаянная попытка избежать бумажной волокиты. Или же неудачный план сэкономить на транспортировке тела. Представьте себе, вы идете через аэропорт, пытаетесь успеть на свой рейс, а вокруг все спокойно проходит через контроль. Но один человек вдруг привлекает излишнее внимание. Он не выглядит как все. Почему? Потому что под его плащом скрывается бронежилет, а на ногах брюки из огнеупорного материала. Это не просто вызывающий внешний вид. Это явный знак, что что-то не так. Сотрудники службы безопасности аэропорта Лос-Анджелеса, обнаружив это, начали тщательную проверку. То, что они нашли в багаже этого странного мужчины, повергло их в шок. 28-летний гражданин США китайского происхождения Юнда Хуан Харрис пытался пронести на борт самолета ножи, несколько дубинок и наручники. Но это еще не все. Мужчина вез с собой полиэтиленовые пакеты, которые обычно используют для транспортировки тел. Также в загашнике у мужчины нашлась и дымовая граната. Что он собирался делать с этим арсеналом? И как ему удалось пройти первичный контроль безопасности? Все это останется загадкой. Очень удачно сложилось то, что на мужчину все-таки обратили внимание. Вполне возможно, что его цели были вовсе не мирными, и на борту самолета он мог сделать что угодно. Предположительно, мужчина был в пути с Японии. Как выяснили следователи, все действия молодого человека по перевозке арсенала были тщательно спланированы. В результате Харрис был привлечен к ответственности за перевозку опасных грузов. До конца не ясно, какие мотивы стояли за этим странным поведением, но одно очевидно. Это был не просто случайный пассажир, а потенциальный преступник, непредсказуемый и опасный.